Здравствуйте! Сегодня я хочу записать для вас видео о том, как можно рисовать деревья темперными красками. Вот у меня будет часть красок из серии мастер-класс какие-то. И каких цветов мне будет не доставать, я буду использовать вот. Я просто случайно обнаружила у себя Кохинур темперу. Мне просто сестра как-то подарила. Они давно не пользовалась, и я даже забыла, что они у меня есть. Поэтому мы сейчас вот можем даже проэкспериментировать, как они себя ведут. И я буду брать какие-то цвета отсюда. Вот. И я сейчас просто хочу рассказать, как можно рисовать деревья. Что нужно для того, чтобы они у нас получались легко, просто и без проблем. Я сейчас вот выдавлю еще такую зеленую красочку. Я не буду сейчас их закручивать. Я вот так окунаю сейчас в водичку краски. Потом, когда закончу работу, я их протру, чтобы они не присыхали к крышечками. Крышечки протру. Надо учиться сразу правильно ухаживать за... Видите, закрутила. Надо сразу правильно учиться ухаживать за своими инструментами, за красками. Я такое же видео снимала для занятий по акварели, но я потом решила проводить. Но я решила позже сделать канал по акварельной живописи просто в виде таких мастер-классов без голоса, без озвучки моей, потому что, в принципе, все основное я буду рассказывать на своих каналах по рисунку и на этом канале по темперной живописи, потому что, в принципе, если вы научитесь рисовать и использовать те знания, которые я даю, то, в принципе, те знания, которые я буду давать на этом канале в работе с темперой, они же могут быть вами использованы в работе с акварелью. Потому что основа всего у нас, естественно, рисунок. И об этом мы будем говорить на канале о рисунке. И здесь мы будем разговаривать о цветах, о разных таких принципах, которые также могут быть применимы в акварельной живописи. Я себе подготовила такую палитру цветов, и, возможно, я не все буду цвета использовать. Для того, чтобы нам нарисовать деревья, нам нужно приблизительно для каждого дерева придумать какую-то геометрическую форму, которая наиболее ему подходит. Вот, например, если мы будем рисовать ель, то, скорее всего, что она будет вписываться в треугольник. Я просто пока такой светлой желтой краской намечу треугольник, в котором мы будем работать, чтобы вам было понятно, как это происходит. И сейчас вот я беру ствол, рисую по центру треугольника. Для этого я использую такую коричневую краску. Мы не будем сейчас прорабатывать слишком на глубоком уровне формы. Мы просто, я имею в виду, мы не будем на глубоком уровне прорабатывать воздушную перспективу, мы просто знакомимся с тем, как мы можем легко нарисовать дерево, используя геометрические формы.
теперь я беру, смешиваю желтый цвет со светло-зеленым, потому что у меня зелень такая довольно-таки ядовитая. Даже могу немножко подмешать туда коричневой краски, чтобы зелень была более приглушенной и не ядовитой. И вот я такой краской сейчас буду намечать ветки на нашей елочке. И хочу сказать, что в принципе это темпера, вот, которую сейчас использую, фирмы Kohinoor, она очень нежная и чем-то даже напоминает акварель. Поэтому если вы учитесь даже писать акварелью, то вот такие основные вещи, которые мы сейчас будем изучать, они ничем не отличаются в темперной живописи от акварельной. Просто темперные краски, они немножко более пастозные, и как бы с ними есть своя специфика в работе, но мы это все будем рассматривать постепенно. И вот я такими горизонтальными движениями, как бы такими штришками, если так можно сказать, вот немножко изменяя угол кисти, рисую условные веточки ели. И я стараюсь рисовать так, чтобы какие-то ветки частично у нас попадали в пределы этого треугольника, а какие-то могут немножко выходить, потому что мы же понимаем, что треугольник у нас условный для того, чтобы мы просто изобразили форму предмета правильно. И вот я сначала вот прохожу все таким вот одним цветом. Вот если кто-то из вас интересуется именно темперой фирмы Kohinoor, то я хочу сказать, сейчас она вот очень похожа на акварель по своим качествам. Вот такие деревья вы можете даже попробовать делать вот в виде набросков. Сначала, может быть, не используя разные цвета, можно даже одним цветом попробовать. Можно просто карандашом это делать для начала. И ели, конечно, они бывают такие, которые у них ветви могут оканчиваться на большом каком-то там расстоянии от низа земли на стволе, а какие-то могут быть так расположены, что ложатся просто на землю. Это уже зависит от породы, которую мы изображаем. И сейчас я дам немножко времени для просушки этому нашему дереву, которое мы нарисовали. И здесь я пока начну другое рисовать. Ну, например, мы хотим еще изобразить, возможно, это будет береза, скажем, или любое другое дерево, которое... Я сейчас буду рисовать просто абстрактное дерево, как бы больше на память, опираясь. Оно может у нас принять форму, скажем, такого прямоугольника с расширением к низу. Вот мы берем опять, рисуем по центру ствол.
Я вам просто сейчас показываю принцип работы, и по вот этому принципу вы можете нарисовать любое дерево, которое вы хотите нарисовать. Здесь мы рисуем расходящиеся от центра ствола разные ветки. И теперь мы в пределах вот намеченного прямоугольника будем такими мазочками, поскольку мы работаем вот с темперой, намечать крону лиственного дерева. Оно у нас получается в таких в осеннем таком колорите. И можно определять такие небольшие массы с густков ветвей, ну, как обычно бывает в дереве. Где-то бывает их больше, а где-то просвечиваются ветки, ствол. И я сейчас использую такие приемы, как если бы я рисовала карандашом, а не кистью. Как видите, у нас получается такое равномерное распределение всего. Конечно, что в натуре деревья, они бывают разные, бывают травмированные и несимметричные. Но вот у нас здесь в Чехии, например, есть очень красивые липы, они буквально симметричные, очень-очень красивые и впечатляющие. И огромных размеров. Вот мы набросали это дерево, и мы сейчас еще попробуем, вернее, сейчас мы еще попробуем сделать одно дерево, и это будет ива. Она такая у нас будет как бы арочной такой формы. Для этого я опять-таки просто вот кистью сначала набрасываю. Вот. И в пределах этой формы я такими же вот штришочками, немножко выходя где-то за контуры намеченные, покрываю таким средним тоном. Можно где-то добавить для разнообразия какой-то цвет такой, чтобы у нас это дерево не было совсем там одноцветное. Ну вот я добавила немножко желтого цвета для этого. И буквально вот так же, как акварелью, я работаю сейчас с темперой. Просто жиденько развожу красочку. И просто жиденько вот развожу красочку, и у меня сейчас такие же вот ощущения от темперы, как от акварели. Конечно, да, конечно, если мы будем и хотим этого, мы можем использовать темперу в более таких пастозных тонах. Это уже зависит от тех целей и задач, которые мы ставим перед собой. Теперь я сейчас беру более темный цвет, развожу зеленый, а синим немножко добавляю туда еще опять-таки коричневый. Кстати, я забыла ствол прорисовать на иве. Вот я сейчас возвращаюсь немножко, вот намечу ствол на иве. Но это не страшно, потому что мы можем еще, вернее, мы будем еще сюда возвращаться, дорисовывать. Вот. Ну, даже, видите, краска так расплывается, интересно, как акварель, как акварельная, но более, конечно, в таких сдерживающих себя границах, потому что акварель, она более акварельная, скажем, водянистая. И у меня так получилось, что ствол я немножко слишком сделала толстый, поэтому я увеличу сейчас же так вот крону немножко.
Ну, вот такая получилась как бы прическа у Ивы. И мы возвращаемся к нашей ели. Вот я составила такой темный цвет. И мы сейчас пройдемся по теневым частям каким-то. Не обязательно буквально там все-все-все проходить, но кое-где мы тронем для того, чтобы с помощью еще одного тона нам немножко придать такую глубину и воздушность веткам на ели. То есть это то, что называется воздушная перспектива. Видите, оно сразу получается такой вот эффект некоторой вот объемности предмета. И когда мы работаем с цветом, мы всегда должны понимать, что мы еще работаем и со светом, потому что где-то у нас есть свет, а где-то тень, поэтому к себе мысленно нужно всегда определять, где у нас находится источник освещения. Вот у меня он вверху, и какие-то части веток у меня получаются на свету, а какие-то в тени. И это придает форму и объем нам. Еще мы можем заметить, возможно, при каких-то освещениях, может быть, к низу меньше света, чем, например, наверху деревьев. Ну, это мы будем разбирать постепенно на другом моем канале, где мы будем говорить о рисунке и о рисовании. О рисунке, где мы будем разговаривать о рисунке, о построении предметов, о перспективе, композиции. И вот если темперамастер-класс, она у нас более кроющая, то темпера Кохинур, она более прозрачная. Видите, эти слоя, вот как в акварели, просвечивают. И мы видим даже ствол, который под зеленью. Вот я так оставляю. Конечно, можно прорабатывать это еще и еще, но я вам показываю просто принцип работы. И сейчас мы также переходим. К следующему дереву. Я немножко усилю какие-то ветки на стволе. Вот, и сейчас вот мы еще таким же способом где-то за счет тона придадим воздушность. С помощью тона мы также вот придадим воздушности листве на этом дереве. Это такое получилось дерево по колориту, как вот мы можем видеть осенью, когда уже бывает листья еще есть, но они уже все сухие и коричневые. И здесь также мы мысленно как бы проделываем некоторую лепку формы, чтобы видеть, что какие-то листья попадают
в тень, какие-то у нас на свету, и они формируют также, вернее, лепят форму предмета. Ну, вот такой способ, как я показываю, очень легко дает нам возможность нарисовать вот любое дерево, если мы увидим в нем какие-то геометрические предметы, вернее, заведем его в геометрическую форму, которая ему наибольше подходит. И вот сейчас мы еще проработаем немножко иву. Вот я пройдусь еще немножко по стволу, сделаю более контрастно. В любом случае темпера это дает нам такую, вернее, диктует нам технику более сухую, чем, например, натуральная темпера. Ну, хотя это также зависит от приема, который мы используем. И вот еще немножко добавлю сюда также такого темного цвета зелени, чтобы где-то вот показать тень, глубину в ветвях ивы. И если вы хорошо рисуете, например, владеете техникой штрихования и вообще рисовальными техниками, это очень помогает в живописи также, потому что именно когда ваша рука подчиняется вашим мыслям, это очень облегчает поставленные задачи и повышает конечный результат, качество работы. Поэтому старайтесь делать разные упражнения, которые, возможно, кажутся такими чисто техническими, не творческими иногда, но они позже очень помогают в работе. Ну вот, на сегодня все. На сегодня я заканчиваю нашу работу. И желаю вам всего хорошего, творческих удач и до новых встреч.